Харе Кришна! Добро пожаловать на наш кулинарный канал, где мы вместе с вами готовим лучшие блюда индийской кухни. Сегодня мы приготовим очень яркое, очень интересное и одно из моих любимых блюд, которое называется дахи вада. Дахи вада – это североиндийское блюдо. В разных штатах оно произносится немного по-разному, название этого блюда. Где-то может быть таир вадай, где-то дахи вада, где-то дахи бара и даже дой бора. Но самое распространенное название – это дахи вада. Дахи – это йогурт. И что же такое вада? Проще говоря, это котлетка из размолотого дала, обжаренная во фритюре с различными специями. И такие вады бывают из различных видов дала, а также из картошки, тапиоки и манки. То есть различные виды злаков используются для того, чтобы сделать такие закуски. И дахи вада – это вада, замоченная в йогурте, то есть получается в йогуртовом соусе. Такая вада делается из урад дала, и правильная дахи вада должна таять во рту и должна по мягкости быть как подушка. И такие нежные вады получаются только из урад дала. Подается дахи вада с соусом из кориандра и из тамаринда. И как минимум с тамариндовым чатни. Итак, возьмем урад дал, вот так он выглядит, и мы замачиваем его на ночь или на 5-6 часов. Когда урад дал разбух, мы будем размалывать его в блендере. И воды добавим совсем чуть-чуть. После нескольких оборотов я проверяю, достаточно ли воды, я немного еще добавлю. И также добавляю в этот момент листья карри, так как они у меня сухие. Свежие листья карри можно просто порезать и добавить позже. Я проверяю, достаточно ли сблендировалась, пока еще слишком зернистая структура. Итак, финальный раз мы сблендировали наше тесто, оно очень мягкое, практически не попадаются крупинок, и они очень-очень мелкие. Обратите внимание на консистенцию теста, оно должно быть липкое и очень густое, еле-еле спадать с ложки. Добавляем специи, здесь это кумин или зира, также асафетида. И я насыплю красный перец, можно также порезать мелкими кусочками чили. Также нам нужен имбирь, я добавлю сухой, можно также натереть свежий. Вады далее будут вымачиваться в соленой воде или пахте, поэтому иногда их не солят, но я посолю и вады, и воду. Такой вариант мне нравится больше. А теперь внимание, очень важный момент для удачных вад. Нужно их хорошенько взбить, наполнить воздухом. Вот такими вот движениями, вбивающими воздух, мы будем взбивать в течение 5-10 минут. На самом деле взбивают рукой, вот такими похлапывающими движениями, так тесто наполняется воздухом. Я взбивала 5 минут с перерывами, но у меня очень мало теста. Если увеличиваете тесто, то увеличьте также и время до 10 минут. Проверяем, хорошо ли мы взбили тесто, опустив маленький кусочек в воду. Он должен плавать на поверхности, значит наши вады будут хорошими, пышными. Перед тем, как положить обжаренные вады в йогурт, мы будем их вымачивать в соленой воде с йогуртом. Идеально опускать их в пахту, которая образовалась от взбивания масла. Но чаще опускают их в соленую воду или в воду с йогуртом. Хорошенько разбиваем комочки. Приготовьте воду, мы будем часто мочить руки, тесто очень липкое. Иногда вады делают просто такими круглыми кусочками, но чаще всего делают их круглыми с дыркой, как пончики. Я покажу 3 способа, как сделать такой формы вады. Одну ладошку мочим, второй рукой, мокрым пальцем делаем дырочку. И получившийся такой пончик мы аккуратно опускаем в масло. Второй способ – это сделать вады просто одной рукой. Нам нужна мокрая ладошка, и вот таким образом делаем ваду и опускаем маслом. Третий способ – это взять какую-то чашку или стакан, натянуть пленку, намочить и на этой поверхности сделать ваду. В
все секреты того, как сделать правильную форму вады, я вам рассказала. Теперь давайте приступим к их обжариванию. Я взяла арахисовое масло. Проверяем масло на готовность, оно должно быть достаточно горячим. Это масло еще недостаточно разогрелось. Слегка подождем и приступим. Итак, опускаем вады и будем обжаривать их на достаточно сильном огне с двух сторон, переворачивая пару раз. Вы заметили, как раздулись вады? А ведь мы не добавляли ни дрожжи, ни соду. Таким образом, правильно взбив именно урат дал, мы получаем такие пышные вады. На одном кусочке теста я вам покажу, какие они внутри. Словно дрожжевые пончики. Очень пышные и мягкие. Вады жарим до слегка золотистого цвета, так как урат дал белый, они не будут коричневыми. Вот такие красивые золотистые вады у нас получились, и мы их опускаем в ту пахту, которую мы с вами приготовили заранее. Там они будут вымачиваться от 7 до 15 минут. И кто боится фритюра, как раз обратите внимание, что масло с поверхности вад у нас смоется в пахту. Пока у нас вода вымачивается, приготовим йогурт, разбив все комочки, добавив сахар и соль. Мы также будем добавлять кумин и красный перец, но при подаче. Если хотите, можно добавить сразу в этот йогурт. Итак, вады у меня полежали в пахте 10 минут, и я буду аккуратно между ладошками выжимать из них пахту, стараясь, чтобы они не потрескались. Для того, чтобы выкладывать вады, заливать их йогуртом, лучше всего взять форму для выпекания или противень, чтобы они лежали в один ряд. Вот таким образом я буду их выкладывать и заливать йогуртом. И так они у меня должны полежать от получаса до нескольких часов, чтобы они хорошенько пропитались йогуртом. В идеально такие пропорции нужна форма чуть уже, чтобы плотнее сидели вады и йогуртом покрылись сильнее. Но так тоже замечательно. Итак, наши вады пропитались, будем их подавать. Нужен обязательно тамариндовый соус, тамариндовое чатни. Видео есть в описании. И вместо тамаринда можно приготовить это чатни по этому же рецепту из кислых слив. Также в дополнение к тамариндовому чатни используют иногда второе чатни из кориандра или мяты. Мы посыпаем также перцем красным, можно также черный использовать и белый, а также обязательно посыпать порошком кумина. Вы можете эти специи насыпать сразу в йогурт, но при подаче, если вы сервируете их в тарелочке, так будет просто красивее. Итак, наше божественное праздничное блюдо готово, подавайте охлажденным. Вот такое получилось замечательное, яркое, незабываемое блюдо. И я надеюсь, вы тоже попробуете, у вас будет возможность такая поэкспериментировать с урат далом. Я все очень подробно объяснила для того, чтобы у вас с первого раза получилось это замечательное блюдо. А мы увидимся с вами в новом видео. Харе Кришна!